Если вы знакомы с файтингами или какими-нибудь мобильными играми, то вы наверняка слышали о персонаже по имени Терри Богарт. Это парень со светлыми волосами и узнаваемой красной кепкой. Не менее узнаваема Май Ширануй, известная своей горячей внешностью и очарованием. А помните Гиза Ховарда, который однажды посетил седьмой Теkken? Все это персонажи из культовой франшизы Fatal Fury, которая не так давно получила продолжение. Но что это за серия игр и как она развивалась? Все узнаете в этом ролике. Самый первый Fatal Fury вышел в 1991 году. Это был незамысловатый файтинг с интересной системой боя. Оригинальная Fatal Fury известна своей двухлинейной системой, то есть персонажи сражаются на двух разных платформах. Перемещаясь между ними, можно уклоняться от атак или наоборот нападать. На выбор дается три персонажа: Терри Богарт, его брат Энди и их общий друг Джо. У каждого бойца был небольшой набор движений и спецприемов. По сюжету, когда Терри и Энди были еще детьми, человек по имени Гис Ховард убил их приемного отца. После этого мальчики поклялись, что отомстят Гису. Энди уехал в Японию, чтобы тренироваться там, а Терри под свою опеку взял мастер Танк Фуру и обучил боевым искусствам. Спустя много лет некто организовывает турнир The King of Fighters, куда собираются сильнейшие бойцы со всего мира. Узнав, что организатором является криминальный авторитет Гис Ховард, Терри, Энди и чемпион по тайскому боксу и по совместительству их общий друг Джо Хигаши отправляются на этот турнир. Собственно, это вся завязка сюжета. Вполне обычная, ничем особенным не выделяющаяся, но для файтингов это нормально. К слову, я буду очень кратко рассказывать про сюжет, потому что те, кто хотели, уже давно знают его, а те, кто не особо знакомы с этой серией, вряд ли прямо сейчас побегут скачивать самый первый Fatal Fury и проходить все части или читать арбуки, чтобы выяснить, что там по сюжету происходило. Так что спойлеры к сюжетам старых частей будут, я предупредил. В конце игры нас ждет финальный босс, Гис Ховард. Этот персонаж очень запоминающийся как злодей и довольно сложный как босс. Это самый первый боец в серии, от которого пошел небезызвестный термин SNK Boss Syndrome. Я уже неоднократно упоминал его в своих прошлых роликах, это общее название для несбалансированных боссов в играх от компании SNK. Гис не только спамит снарядами, но и имеет в своем мувсете контратакующие приемы, причем перехватить атаку он может как наземную, так и воздушную. Это нормально, когда в аркадных играх есть сложные боссы, ведь нужно же, чтобы игроки приносили деньги для игрового зала. Но SNK не то что превзошли в этом всех, я бы даже сказал, они перестарались. И тем не менее, это и сделало Гиса одним из культовых персонажей боссов. Победив Гиса, Терри одним четким пинком сбрасывает его с крыши собственной резиденции. Пережить такое падение не представляется возможным. На этом первая игра и заканчивается. Вторая часть серии выглядит более интересной за счет разнообразия персонажей. А еще тут появляется Май Ширануй, первый культовый женский персонаж серии, и не менее узнаваемый борец за справедливость Ким Капман. Ну и достоин внимания Билли Кейн. Да, он был в самой первой части, он там был просто прихвостнем, который не сказать, что прямо-таки сложный. А в сиквеле это более самостоятельный персонаж, который соперничает с Терри, потому что тот убил Гиса Ховарда. Поэтому я упоминаю его только сейчас. Во второй части все снова собираются на турнир, где главным организатором является Вольфганг Краузер. Это сводный брат Гиса Ховарда, который, узнав о его смерти, решает провести новый турнир, чтобы сразиться с Терри Богардом, чисто из спортивного интереса. Ведь Краузер считает себя сильнейшим человеком на Земле, а какой-то там Терри смог победить его не менее сильного брата. Как итог, организатор получил то, что хотел, и с достоинством принял поражение. В третьей части опять начинается турнир, никаких изменений в механике особо нет, в ходе которого Терри выясняет, что все охотятся за загадочными свитками, которые даруют владельцу немыслимую силу. И, как оказывается, все об этом знают. Энди, Май, Джо, даже Гис Ховард, узнав о свитках, разозлился и выжил. В общем, в курсе были абсолютно все, а у Терри спросить забыли. А еще в триквеле дебютирует Блю Мэри, которая вроде как станет любовным интересом Терри Богарда. И Рюджи Ямазаки, еще один криминальный авторитет, но в сфере якудза, известен своим жестоким нравом и грубой силой. Его основная мотивация — это деньги, и он был нанят некими братьями Джин, которые, как оказывается, дети, одержимые духами своих предков.
Ну, и тут Терри, конечно же, все разруливает, ребята избавились от одержимости и вернулись к нормальной жизни. А еще выяснилось, что у Гиса, оказывается, был сын по имени Рок, которого Терри берет позже под свою опеку, проводя с ним время и обучая его боевым искусствам. Дальше уже началась серия Real Bout, где обновили графику, упразднили двухполосную систему и добавили много других элементов, вроде выбивания врага за пределы арены. И здесь вновь главным боссом становится Гис Ховард. В этот раз проходить его не особо-таки сложно. И все происходит как в прошлый раз. Гис Ховард падает с огромной высоты, но внезапно его ловит Терри. Ведь у Гиса все же есть сын, который нуждается в отце. Но Гис не захотел принимать помощь от своего заклятого врага и предпочел умереть. И на этот раз Гис погибает окончательно. А теперь, пожалуй, стоит сделать небольшое пояснение. Турнир The King of Fighters во вселенной Fatal Fury и этот же турнир во вселенной KOF это не только два абсолютно разных турнира, но и две совершенно разных вселенных. Так уж получилось, что разработка KOF велась параллельно с выпуском частей Fatal Fury и не была согласована между разработчиками, ведь по сути KOF был кроссовером большинства игр SNK, и я, честно говоря, не уверен, что первоначально для него планировалось хоть какое-то продолжение. А вот когда оно появилось, то в сюжетах игр начали появляться совершенно разные даты проведения турниров, другой возраст персонажей и некоторые различия в характерах. Ну и самое интересное, в то время как во вселенной Fatal Fury Гис Ховард погиб, во вселенной KOF он все еще жив и появляется в разных частях серии. В последующих играх Fatal Fury Гис будет появляться лишь в неканоничных изданиях или же в качестве скрытого босса, более известного под именем Кошмарный Гис. Это форма Гис Ховарда, окруженная кольцом злой ауры. Она преследует людей в их снах, но также появляется как иллюзия в реальном мире, созданной свитками. Проще говоря, то ли призрак, то ли какая-то другая мистическая сущность. В KOF тоже существует Кошмарный Гис, правда, там у него совершенно другое происхождение, и выглядит он как зомби, и гораздо больше отражает слово «кошмар», нежели его версия из Fatal Fury. Таким образом, серия продолжала двигаться уже без него и не особо-то интересным ходом. С изменениями также столкнулся персонаж Рюджи Ямазаки. Во вселенной Fatal Fury это жестокий криминальный деятель с гангстерским вайбом. Во вселенной KOF это все тот же криминальный деятель, но тут он просто невменяемый и кровожадный психопат. Проще говоря, в первом случае это бандит, во втором – безумец. Проходит несколько лет, и SNK решаются на серьезный шаг. В 1999 году они выпускают серию под названием Гару – Метка волков, с лозунгом «Легенды не умирают, они становятся лучше». И в ней нет буквально ни одного персонажа из прошлых игр, за исключением Терри, а место главного героя занимает уже повзрослевший Рок Ховард, который совмещает в себе некоторые измененные приемы Гиса и Терри. Да и для этих времен в игре была самая шикарная графика 2D игр. Анимации плавные, проработанные арены, красочные спецэффекты и яркие персонажи. Некоторые бойцы заменяли своих предшественников не только по функциям в бою, но и привносили свои уникальные моменты. Например, Хоктомару, ученик Энди и Май. По его боевому стилю понятно, что он перенял движение Энди и проджектайлы от Май. В то же время у него есть свои уникальные приемы, такие как трюки с перемещением и управление огнем. Вместо Кима Капвана заменяют его сыновья Донг Хван и Джай Хун. Первый — это раздолбай, который считает, что уже всего добился и тренировки ему уже не нужны. Он и так красавчик. В бою больше одной ноги он не использует, а любой его пинок сопровождается электрическим разрядом. Джайхун, наоборот, чтит традиции отца и его воспитание, считает, что тренировки — это неотъемлемая часть образа жизни, а в жизни главное — это стремиться к справедливости, бороться за все хорошее и против всего плохого. В бою крутит сальтухи и шпагаты, которые сопровождаются огненными волнами. И как по мне, эти двое прекрасно контрастируют как противоположности, да и в принципе это достойная замена Кима. Некоторые персонажи оригинальные и ничьими заменами не являются, и очень хорошо вписались в новую часть серии. Управление очень сильно приблизилось к The King of Fighters, а старые механики были полностью удалены взамен новым, вроде защиты и системы ТОП, во время которой увеличивается урон и можно восстановить часть здоровья. По сюжету некто Каин организовывает новый турнир. Приглашение на турнир King of Fighters вызывает волнение. Терри Богарт, бывший чемпион, и Рок Ховард, начинающий мастер боевых искусств, приглашены на соревнования. Турнир обещает главный приз, а Року информацию о его матери, которая считается мертвой.
После раздумий Рок решает присоединиться к Терри, заказав 2 билета в один конец на мероприятие. В 7 лет Рок Ховард скромно жил со своей матерью Мари Хайнлайн. Когда Мари тяжело заболела, Рок отправился к своему отцу Гису Ховарду в его резиденцию, но получил лишь холодный отказ в помощи. В ту ночь Мари умерла, оставив Рока с глубокой обидой на Гиса. После смерти отца на турнире King of Fighters, Рок, находившийся под опекой Терри Богарда, испытывал смешанные чувства. Уличная драка с Терри пробудила в Роке целеустремленность и направила его на путь самопознания. В финале вы столкнетесь с боссом игры. Это воин с очертаниями дьявола по имени Грант, абсолютное олицетворение силы. Бой с ним не самый легкий, но в отличие от других боссов серии, Грант не вызывает ненависти, а скорее трепет и восхищение. Настолько этот боец получился ярким и запоминающимся, и понравился игрокам. Проходя аркадный режим, можно выйти на хорошую или плохую концовку. Вы получите плохую концовку в том случае, если проиграли хотя бы один бой. В таком случае в финале вы получите только напутственные слова от Гранта, и он благополучно скроется. Однако, если вы сможете не проиграть ни одного боя, то после победы над Грантом вы встретитесь с финальным боссом – Кайн Р. Хайнлайн. По сложности он ощущается значительно выше, чем Грант, но не обладает несбалансированными трюками, как Гис Ховард или большинство бойцов босс-синдрома. Да и в отличие от все того же Гиса, злодейство Кайна подпитывается не жаждой власти или жадностью, а его верой в соблюдение собственного чувства справедливости. Его злодеяния проистекают из убеждения, что только изменив мир, он сможет установить контроль, который считает необходимым. Но Рока Ховарда мало волновали вопросы о справедливости или чего там хотел добиться Кайн. Однако Кайн переубеждает его, утверждая, что мать Рока Ховарда жива. В своем желании узнать правду, Рок присоединяется к Хайнлайну и довольно грубо отшивает Терри, не желая впутывать его в свое расследование. Тот же, в свою очередь, хоть и пребывает в шоке, но быстро берет себя в руки и решает доверить Року разобраться во всем самому. На этом история заканчивается. Гарроу должна была получить продолжение, но в 2002 году компания SNK обанкротилась, потому основные силы были сосредоточены на KOF. С тех пор прошло много лет. И про серию как-то подзабыли. Разве что в разные части The King of Fighters приходили новые персонажи из Гарроу, да и ее переиздали однажды. В 2020 году режиссер Нобуюки Куроки выразил заинтересованность в возрождении серии. На EVO 2022 было подтверждено, что серия получит новое продолжение, которое будет называться Fatal Fury City of the Wolves. На EVO 2023 был выпущен тизер-трейлер, и вот 24 апреля 2025 года вышло продолжение легенды. SNK максимально старались в маркетинг. Тут и коллабы с известными диджеями, и спонсорство реальных борцовских турниров, чего только не происходило. Но были, так скажем, и спорные решения. Например, когда-то вышел тизер, тесно связанный с Криштиану Роналду. Ни для кого не секрет, что это звезда футбола, но вот чего можно было ожидать после просмотра анонса? Может быть, какие-то премиум скины, мини-игры, очередное спонсорство или вроде того? Нет. Криштиану буквально является одним из основных играбельных бойцов ростера. И вопрос, что он тут делает? Я даже не уверен, что мужик вообще хоть что-то знает про Fatal Fury. Даже в коротком интервью на канале SNK создается впечатление, что сам Роналду не знает, зачем его сюда позвали. Гостевые персонажи — это нормально, но сама идея кажется сомнительной. Как вы думаете, что произошло дальше? Еще один селебрити в качестве игрового персонажа, а именно Сальваторе Ганачи. Вы о нем слышали? Лично я — нет. Оказывается, это довольно известный диджей. Я, конечно, в таких темах не особо разбираюсь, но если среди вас, мои зрители, есть фанаты Сальваторе, напишите, пожалуйста, обрадовались ли вы этой новости, если, конечно, слышали о ней. Но при всем при этом у Сальваторе была неплохая реклама. Мужик, судя по рекламному ролику, фанат игры с малых лет, и это чуть ли не его мечта — стать бойцом в Fatal Fury. Да и в игре он смотрится гармонично и прикольно. Однако тем, кто ждал выход нового Гарроу, было не до смеха после таких выходов. По сравнению со всемирным присутствием Криштиану Роналду, Сальваторе Ганачи — это более нишевое имя, и очевидно, что его аудитория не пересекается с аудиторией файтингов. Реакция на анонс и комментарии фанатов были неоднозначными. Некоторые даже заявляли, что отменяют предзаказы. Дело не в том, что фанаты ненавидят диджея. Большинство из них даже не знает, кто такой этот Сальваторе. Почему-то файтинг неожиданно стал ориентирован на определенную демографическую группу, далекую от основной фанатской базы. Особенно, когда устоявшиеся персонажи, занимающие ту же нишу, в данном случае Даг Кинг,
могли бы вернуться в список персонажей этой игры. Но хуже всего, что Роналду и Сальваторе заняли места двух персонажей, которые должны быть в базовом ростере, а именно Джайхуна и Фримена. Конечно, есть утечки чуть ли не с полным списком бойцов, где обнаружилось, что персонажи все-таки в игре будут, но не факт. Между фанатами разгорелись споры. Одни считали, что Фриман и Джайхун были убраны незаслуженно, хотя были слухи, что там вообще должны были быть Энди и Джо, так как они присутствовали на постере, но все стало так запутано, что разобраться трудно. Но тем не менее их впихнули в DLC, так что большинство склоняется к Фриману и Джаю. Другие же говорили, что в этих двух бойцах буквально нет ни личности, ни какой-либо изюминки. Джай Хун практически клон Кима, с тем же ведомым чувством справедливости и схожими движениями, а Фриман просто очередной аниме-психопат Dead Inside без какой-либо уникальности. А тенденция с добавлением селебрити хоть и странная, но все же неплохая. Но этот ход был настолько неожиданным, что все сошлись в одном мнении, что новый Fatal Fury это просто какая-то шутка. Фанаты начали даже подкалывать компанию SNK, прося их добавить других звезд футбола, или, например, актеров, таких как Джек Блэк, или вообще стримера iShowSpeed. Через какое-то время с ним действительно была реклама. Да, Speed тоже поучаствовал в пиар-компании игры. Правда, это был лишь развлекательный ролик, который также рекламировал и реальный боевой турнир. А в промо-ролике принял участие не только популярный стример, но и его друзья. Реклама вышла довольно забавной, но iShowSpeed в игру добавлен не был. Думаю, на этом тенденция с селебрити закончилась. Так чем же нас еще может порадовать продолжение Garou? Разумеется, возвращением легендарных персонажей, проработкой боевой системы и, разумеется, сюжета. Несмотря на странный маркетинг, игра все же получила преимущественно положительные отзывы. Возрождение легендарной серии как-никак, ведь последняя часть вышла аж 25 лет назад. В игре есть множество режимов, как боевых, так и косметических. Ну и как такую легендарную игру мог не посетить кошмарный Гиз. Ну а финальным боссом стал... А вот нет, это уже будет спойлер. В продолжении Fatal Fury City of the Wolves вы можете поиграть уже сейчас и узнать, что же там случилось после такого сюжетного поворота. Ведь Fatal Fury это незаслуженно забытая серия, которая нуждается в вашем внимании. То, что я рассказал в этом ролике, краткий экскурс для тех, кто желает знать о прошлом игры, и для тех, кто хочет освежить память о настоящем. Теперь вы знаете, какой была игра до текущего момента и что случилось в ее истории. Ну а с вами был Виц. Всем красивых комбо и безупречных побед!